ревет в правом углу рима, только обрежешь. Я не понимаю, зачем ты это все время делаешь. Ты думаешь, это остроумно реально? Да, остроумно. Вот так вот и оставить. И посмотрим, что будет. Добрый день, меня зовут Владимир, я журналист. Как вас зовут? Меня зовут Максим. И отчество, и Гаврилов Максим Валерьевич. Максим Валерьевич. Разговор для публикации. Вы против такого? Нет. Не против. То есть вы понимаете, что это будет опубликовано? Да, конечно. К этому относитесь, готовы поговорить, да? Вы звание, должности, где служили? Дата рождения 18.12.1989 года рождения. Город? Город. Проходил с... Ничего себе. Интересно. Командир отделения был. То есть вы сами из Белгорода, но проходили службу в Москве? Да, в Москве. Это срочная служба была. В пожарной части? Центр охраны у нас назывался. Относились как вроде как и пожарники, но это МЧС России, и у нас был центр охраны. Но пожарные никогда не скажут слово пожар. Это понятно. Как у нас было подразделение, мы были. Я понял. Вы с пожарными машинами имели контакт непосредственно? Я нет, но у нас в части была машина. Какие рукава пожарные бывают? Не могу знать. Не могу знать. Поэтому и пожарник. Окей, хорошо. Вы подписали контракт какой-то? В данный момент? Не, перед выездом в Украину. Нет, ничего не подписывал. То есть вы срочником поехали? Мобилизованный. Такое был. Это новый какой-то вид. То есть человек, получается, служил на срочке. Не. На срочке я служил 9-10 год. Все, я понял. Я думал, вы. Да, даже по годам. Все, теперь ясно. Как вас мобилизировали? 24-го звонок в дверь. Беру трубку домофонную, мне говорят администрация, открыл, поднимается женщина, принесла мне повестку, вручила в руки под роспись. То есть 25-го в 10 утра мы ожидаем вас в администрации поселка Северного. И как сказали, что там неявка, там, то, что статья, там все такое. Понял. И вы пришли? Я пришел, а куда деваться? Понял. Деваться на самом-то деле есть куда, просто не приходить сказать, ребят, не хочу, и все, и ничего вам не было, потому что нет таких случаев, что там кого-то посадили. Знаете? Нет таких случаев. Нет. Их нет. Мы говорим на каждом интервью об этом, там, для россиян, на всякий случай. Вас как бы этим пугают. Вы вообще хотели мобилизироваться? Честно сказать, нет. Да. Почему? Потому что семья, ребенок. То есть из-за того, что семья, ребенок, и из-за того, не поддерживаете вот эту всю войну. Тут я ничего не могу сказать, как правильно, неправильно, это уже как бы не мне решать. Кому? Есть кто-то выше. Ты выше всех есть, конечно, всегда кто-то, но за вас же кто-то решил, что вы должны сюда ехать? Решили, да, получается. Ладно, расскажите историю сначала вообще, что и как происходило, а потом уже, может быть, об этом поговорим. То есть я пришел в администрацию, посадили нас в автобусы, привезли в район или областной, как он, военкомат города Белгорода. Просидели там, сдали военные билеты, просидели, прождали, озвучили списки, назвали мою фамилию, то есть к автобусу, и с автобуса загрузились в автобус и поехали мы в город Воронеж. Воронеж. Да. То есть там сначала нас переодели, потом привезли в часть, и дальше что происходило, не было у нас ни подготовки, ничего. У нас была столовая, плац и казарма. И так в течение 5 дней. Потом 30 числа нам выдали автоматы. И в этот же день мы 30-го в 5-6 вечера уезжаем в Валуйки, Белгородская область. И также часов в 10-11 мы приехали в город Валуйки.
грубо говоря, за полчаса мы получили боеприпасы. И в 5 утра, получается, уже 1 октября мы выехали с части. Угу. И потом уже поняли, когда пересекали границу, куда мы вообще и что едем. Что мы- Так не понимали? Нет, ну, как нам говорили, как бы таковых офицеров не было. Единственное, что я видел, это был, ну, сержант и старшина, а так лейтенантов, там, ну, никого из таких ничего не видел. Ну, Ну, и- понимали, и- куда вас И мобилизируют? они сказали, ну, как нам говорили? Нам говорили, что тероборона Белгородской области, то есть вы будете не дальше Белгородской области. А, вы тероборона Белгорода, я понял, новая история. Как бы вот так вот было. Понял. И вы поняли уже, куда вас везут и куда вас везли? Ну, то, что границу мы увидели, мы проезжали, и как, ну, с кем я ехал, многие говорили, кажется, это Луганская область. Так. Ну, когда нас уже привезли в поле какое-то, там, ну, посадка, поле, услышали взрывы там снарядов, всего этого, что, ну, приехали не в хорошее, так сказать, место, никакая это не тероборона. Да. Постояли мы среди поля в этом Урале, нас не усаживали ничего, в итоге потом отправили в деревню, не помню, как она называется. А можно чтоб лучше себе, живее представить картину? Урал один был? Нет. А сколько их было? У нас два Урала было. 2 Урала. Да. А сколько людей было в 2 Уралах? Ну, именно, получается, из Белгородского района мы ехали, ну, где-то человек 40, наверное, нас было, ну, примерно, приблизительно. Человек 40. В одном Урале или в 2 местах? Нет, в 2 Уралах. В 2, Двух 40 Уралах, человек да. всего. Да. И сколько офицеров? Офицеров не было? А, то есть вас везет водитель. Да. И все. Водитель там вроде с ним старший был какой-то, но никто нам не представлялся, кто, что. Просто А сели так, и а поехали. так мы ехали, ну вот кто по срочной службе, звания там у кого были, там назначили там у нас замком взвода, он как бы, ну, типа старшим у нас был. И все. А почему понимали, что он был старший? У вас какие-то построения были, равняйся смирно, доложить, Нет, что... нет. Ну просто как, между собой решили, чтобы там, грубо говоря, там не терялись, чтобы ходил, там узнавал, что, как, дальнейшие действия. И- я понял, связной. Ну по да, сути. да. А к кому же он ходил, узнавал-то? В части или уже... Не, уже на выезде. Уже когда здесь приехали, он ходил, там, представился, так, не помню, Вихрь вроде, звание было. Позывной. Позывной, Вихрь. да. И то есть он ходил вот к нему, там, что, как, там, насчет питания, там, насчет сухпайков. Это вот как раз первый день, когда мы приехали в эту деревню. Так это вот Вихрь с вами не ехал в Уралах? Нет, это уже когда мы приехали в эту деревню, так. завели нас то ли клуб какой-то деревенский, что-то такое, двухэтажное здание было. Как бы он там представился, все, нам переписал нас по военному билету, там что, у кого личные номера. Ну и вот получается нас разделили там, ну 40 плюс-минус там по людям, разделили нас на 2 взвода. Вот в нашем взводе было там около 25 человек, и первый взвод, там, ну, остальные. И также получается вот 2 старших. Наш старший и у них был старший. И получается на следующий день, еще такая история, наш старшина идет в штаб, также узнать насчет сухпаев, насчет воды, что, какие дальнейшие планы. Ну, мы сказали, сухпаи получи и придешь в часов в 9. Ну, хорошо, он пришел, что, какие новости, что, как, ну, как бы все в шоке были вообще, куда приехали мы. Ну, он пошел в 9 часов, нашего командования не оказалось на месте. Ну, Подожди, а с вами что, никакую политинформацию в этом клубе не проводили? ну Не трогайте микрофон, пожалуйста. он вкратце провел, там, ну как, информации таковой не было. Сказал, что вы сегодня, типа, вот ночуете здесь в клубе, там, то есть спать негде было, там, от клуба что осталось, там, это может, ну, 6 или 9 сидушек. Понятно. По сути, на полу. Ну, да. Все, как бы он ушел. А потом вот нас- Так, а подождите, ну, вы же говорите, что вы думали, что вы тероборона Белгорода, да? Да. И вот вас привозят
происходит то, что происходит, ну, то, что вы говорите, вы услышали, да, не очень хорошее событие, и вот вас привозят в клуб, и там какой-то, наконец-то, старший, которого вы видите, у вас вопросов не возникает? Ну, я не помню, у кого-то вроде возникали, и он сказал, что нет, ребят, не переживайте, вы все равно вы будете в тылу. Как бы в глубоком тылу, да, вот это вот я помню. Ну, как бы вроде подуспокоились, ну в тылу, ладно, будем в тылу, хорошо. А вы осознаете сейчас на данный момент, что так говорят вообще просто всем россиянам, которые едут? Ну вот в данный момент, уже спустя вот это время, я понял, что да. Тогда такой вопрос. Вас обманывали? Ну, получается, да. Почему российские военные или уже пленные постоянно используют слово «получается»? Как будто это что-то, что само по себе там получается, а не нечто, что происходило непосредственно с вами. Вас обманывали? Да. Вас обманывали, ну, просто не Да. получается, это просто факт. Ну, да, я понял. И вам сказали, в тылу вы будете сидеть? Да. Вечером никого из офицеров уже не оказалось? Ну, не вечером, а на следующий день в 7 утра они еще были. В 9, когда пошел у нас старший, не было никого. Там вроде были луганчане. Мгм. Они сказали, не знаем, типа ваши уехали. Ну, спрашивают, что нам делать? Я не могу вам ничего сказать, связи с вашим штабом нету. Ну, пришел наш старший, объявил, мы как бы вообще в шоке от происходящего. Как такое вообще может быть? То есть, получается, нас что, бросили? Говорит, я не знаю, но все возможно. Ну, он потом пошел еще раз к луганчанам, что делать. Ну, если что, ребят, ну, так, как он сказал, с ухмылкой сказали, присоединяйтесь к нам. И приехали, получается, там то ли с фронта ребята, то ли танк, то ли беттер, я не помню, что было. Они говорят, что вы тут сидите в клубе, сейчас скоро типа прилеты будут сюда по клубу, вам надо уходить отсюда. Ну, в итоге мы, как старшина, говорю, давайте выходим с клуба. И там за клубом была типа то ли посадка, ну, небольшой лесочек. Ну, и мы туда, грубо говоря, типа окопались там, ну и сидели. Сидели, ждали непонятно чего. И потом ближе к вечеру. Это еще не так прохладно было, да? Это еще было относительно тепло. Когда это было вообще? Месяц назад, получается? Ну, в октябре, да. В октябре? Это было 2 октября, получается. 2 октября Да, вы да. окапывались, по сути, да? Ну, Можно сказать. как сказать, окапывались. Мы просто в этот лес после клуба прибежали, не знали, что нам делать. Как бы, ну, мы ни учебы никакой, ничего, никто не информировал. Да, да, это я понял. Что в этих случаях делать, как бы, ну, то есть сами начали там набрасывать палки, камни, там, ну, то, что слышали, там, взрывается где-то там, ну, как не то, что там рядом, а где-то. Ну, и просидели так до вечера, и в итоге приехал Вихрь. Что, ну, и как его, а вы думали, что я вас бросил? И нас, и вот всех, ну, всю толпу загрузили в один Урал. И повезли нас. А он такой, хотел подчеркнуть, что он герой большой, что он вас не бросил? Как бы показалось. Он просто оставил показалось, что так, да. на какое-то время, да, но не бросил. Да. Привезли нас. Был бы прилет, интересно, за это время. Потом как бы это записалось в исторических хрониках? Как бросил или как не бросил, или как на время оставил? Вот просто, знаете, интересно, как человек рассуждает. Ну-ну. Ну и потом нас привезли, как правильно не могу сказать, Червона-Поповка или Червона-Пипевка. Червонопопивка? Да. Ну хорошо. Привезли нас туда. Красная поповка. Окей. Привезли нас туда, получается, переночевали мы, потом уже утром узнали, что это школа, переночевали мы в школе. Ага. Ну, есть любимое место для ночлега, в принципе, у российских солдат. Школа, садик. Червона поповка. Одно слово. Кременской район Луганской области. Да. Но червонопопивка в данном контексте подходит намного лучше. Ну, и это мы шутим. В итоге наш старший опять сходил там в штаб, узнал, что куда. Нас сказали, вы, ребята, двигайтесь в сторону понтона. Ну, мы как бы не знали, что такое вообще понтон. Как он, ну, представляет из себя. Ну, понятия даже не имели, что это. Ну, пришли и поняли, что это мост железный. Ну, и посмотрели на него, и что делаем? Ну, что делаем? Делаем окопы. Сделали 2 окопа мы. Ну, не все. Получается, там другие, там, кто куда.
сделали окопы, охраняли этот понтон. Ну, также ж поделились мы на смены. То есть у нас было, получается, 4 смены, да. Ну, то есть дежурили там по 3 часа. И в итоге и узнали мы, что, как мы будем, где мы спать будем. Также, когда копали окопы, там, грубо говоря, полметра и вода, то что речка рядом. Ну, копайте блиндаж. Какой блиндаж может быть речь, о каком блиндаже в земле спать, как бы не лето. Ну, старшина нашел там, ну, получается, заброшенный дом. И вот мы переночевали первую ночь, когда приехали, ну, вторую ночь уже, получается, в этой деревне, и переночевали в подвале. А местные жители какие-то были? Встречали, говорили? Я лично не общался с местными жителями, но видел, что да. Все же были, да? Да, и ездили там на мопедах, на машинах, проезжали. Да. Им уже по барабану. Вы там воюете, мы себе тут живем. Ну-ну. Ну и получается, где-то 2 недели, наверное, мы простояли на этом понтоне. Были также прилеты с гранатомета по нам. Ну, все живые, здоровые были, все хорошо. И потом в один прекрасный день приехали, я не помню, как их, барсы, не барсы, то есть добровольцы. Типа, ребят, мы через 40 минут вас будем менять. Ну, меняйте, мы, как бы у нас старший есть, старший скажет, смените. В итоге, да, это оказалось правдой. Нас грузят на БТР и увозят. Также не говорят, что, куда. Привозят нас в чудо посадку и высаживают. Типа, ребят, вот ваша точка, вы сидите здесь, а как, что, чего. Ну, не бойтесь, тут поутру бывает катается 2 танка украинских. Бывает, они по посадке стреляют, вы ничего не предпринимаете, просто наблюдаете и сидите в окопах. Ну и в часов 12 вертушка также по посадке стреляет. То есть вы должны сидеть в посадке и ждать, попадет вас или не попадет, Ну, я правильно понимаю? образно получилось так, да. То есть действий никаких. Я понимаю, что вам прямо об этом говорили. Да. Ну, то есть да. прямо вам говорят, Ну, прямо это вот сидите. как кто нас привез, они так нам и сказали, да. А так и вот до сих пор я не понимаю смысла, для чего мы там были нужны в этой посадке. Вы смыслы в действиях российской армии, пожалуйста, не ищите. Потому что мы уже 500 интервью провели, и мы, наверное, лучше всех, да, понимаем, что нет вещи более бессмысленной, чем Смысла тактика. и логики нет. Да, чем тактика, которая пользуется. Но это хорошо. Все, это хорошо. Так и должно быть у вас. Вот. Ну и вот сидите вы. Ну, то есть вы покорно сели и сидели, ждали, пока приедут эти самые и начнут по вам стрелять. Я правильно понимаю? Ну да, но у нас такого не было. У нас было пару дней, по нам работала вертушка. И потом в прекрасный день пошла украинская техника. Как бы, ну, тоже старшину бужу. Я говорю, едут, что нам делать? Я говорю, может, тебе связаться надо там с командованием или как? Да ладно, это, наверное, как они и говорили, там 2 танка сейчас проедут туда-сюда, типа, успокойся, все нормально. Ну, А какие у вас были возможности бороться как-то с танками, противостоять танкам? противотанк, да. Ну, противотанковое оружие, в частности, какое-то должно быть. Ну, я Чем не- вы собирались их останавливать? Мы нет, у нас, грубо говоря, у нас были эти как их, гранатометчики, или как они Да, называют, с гранатометчики. РПГ что работают. Да. Там, ну, их 3 человека было. Ну, вы знаете, что РПГ не берут танки. Ну да, я слышал, говорили многие, да. Ну, допустим, Ну, грубо говоря, вот у нас были РПГ, муха и шмели, все. Больше у нас ничего не было. И автоматы. так. Все. И дальше вот едут эти танки. Вы говорите старшине, Да. Ну, вставая, он говорит, я посплю сейчас, И- то, наверное, просто здесь поездим. в итоге я услышал, что это не 2 танка, а больше единиц техники пошло. Ну, он обулся, да, побежал, там рация была, грубо говоря, в тылу у нас мы, получается, на самом Передке? передке были, да, наши окопы. Он побежал туда, и в итоге я насчитал где-то около 10 единиц техники. Первый это был вроде Леопард, а остальные я не видел, что там как, то что по полю ехали. Леопард. Ну, вроде как... Вы своими глазами видели? Я нет, ну, другие. Как они сказали, что это вроде как Леопард. Хорошо. Вот так вот.
И прибегает ко мне еще один, ну, товарищ, грубо говоря, я говорю, что ты тут забыл? Он говорит, да у меня окоп не готов, там затопило, я типа с тобой посижу. Я говорю, конечно, сиди. Ну, мы вот это сидели, начали так же, я не понял откуда, то ли с танков, то ли с гранатомета, ну, прилеты были, как бы немного, но были прилеты. Прибегает старшина, все, типа уходим. Я говорю, куда уходим? А там, получается, у нас посадка была, и за посадкой типа терна, акации, что-то такое, ну, как бы типа кустарников что-то. И уходим туда. И когда я обернулся, нас осталось всего лишь 8 человек из 24 или из 25 человек. А откуда делись остальные? Ну, они уже были там, в этом кустарнике, грубо говоря. Ну, мы с ними не пересеклись. Я у старшины спрашиваю, говорю, как ты там доложил до кого-то? Он говорит, а телефона нету, ну, то есть связи и рации нету. Вообще отлично. В итоге мы сидели в этой акации, ну, поняли, что украинская техника начала заходить вот именно в нашу посадку, ну, становиться, они начали занимать эти позиции. Ну, в итоге мне сказали, надо сходить на разведку, там был как бы просвет небольшой и яр. Ну, я вылез посмотрел, вроде нету ничего. Когда обратно начал ползти, ну, по нам еще сработало что, я не знаю, где-то около 10 прилетов по нам было, все остались живы. И решение было какое, просидеть до темна и спуститься в этот яр и по яру уходить. Ну, мы так и сделали, ушли. Потом, получается, поутру уже так же начало светать. Вы говорите, смысла не видели. Как же, я вот уже сейчас, например, уловил смысл по ходу вашего рассказа. Смысл убегать и прятаться. Чем плохо? Ну вы же там есть. Вас, например, дроны обнаруживают как некую боевую единицу. Ну, и то уже неплохо. А прилетит в вас, не прилетит. Кому какая разница? Бабы еще нарожают. Вот, да, перебил вас. И дальше? Ну, поутру начали выходить с яра, также вышли в посадку, шли, ну, и увидели впереди костер, остановились, как бы, что будем делать, обходить, не обходить, кто там наши, не наши, как бы, ну, не в курсе были. Ну, старшина решил, взял с собой бойца и пошли, ну, с поднятыми руками, как бы, ну, то есть не знали, кто там, что там, ну, и, я не знаю, может гранаты они достали, я как бы не видел этого. Шли, да, это оказались наши, они нас накормили, там, напоили, сказали, там, дальше, через метров 500 стоят еще наши, типа, мобилизированные. Угу. Ну, хорошо, мы дошли до туда, с ними встретились, у них также не оказалось никого, ни старших, ничего. Там еще одна посадка была, вот там было у них якобы командование. Ну, мы решили опять толпой перейти в другую посадку, мы перешли туда. Они сказали, наш старший только уехал в штаб, давайте будем пробовать с ним связаться, может передаст что-то вашим, что вы здесь. Ну, начали связываться, также связи у них не было, как и у нас. Вы, извините, смотрели «Игру престолов»? Да, сериал? конечно. Да. Помните, там были белые ходоки такие? Да, конечно. Которые вот это хаотично передвигались, ну, их там убивали, они вставали, падали, снова вставали и снова шли куда-то, двигались. Вот это вот ваша история мне просто напомнила вот это вот такое вот передвижение без смысла, без цели, хаотичное, ну, все время куда-то там двигаются, встречают таких, как свои, ну, так, похоже? Нет? Ну, понял, давайте дальше. Ну, то есть наша цель была связаться со штабом, чтобы то, что, ну, многие уже начали кричать, давайте как-то выходить на связь, чтобы нас приехали, забрали, привезли к штабу и сказали, какой это нафиг тыл, если нас привезли на самый передок. Ну, мобилизированных. Вы наконец-то это поняли. Да. И в итоге не получилось у нас выйти на связь. Наша старшина, получается, познакомился там с ихним старшиной, который у них остался за старшим. Ну, типа, давайте сейчас переночуете с нами, только не в нашей посадке, а пойдемте, типа, в другую посадку. Хорошо, окей. Мы берем вещи, идем в ту посадку. Также по блиндажам, там уже, ну, как окопы, блиндажи, там уже готовое все было. Мы, получается, перебрались туда. И что, получается, кто-то из наших
получается, в самом начале посадки был на передке опять. Ну, они услышали звук техники, то ли беттер, то ли танк. Взяли вещи, да, типа, ну нафиг, мы не будем там сидеть, что делать. Ну, то есть все, кто за ними сидел, получается, пришли, вот где был старшина, и где был я. Старшина пошел к тому старшему, он отправил там своих бойцов. Ой, да это, типа, беттер, пацаны, расслабьтесь, все хорошо. Так, а чей беттер? А так какая разница, это же БТР. Ну, в итоге все собрали вещи, ушли еще глубже в тыл, остался один я, получается. Я посидел, грубо говоря, голову почесал, взял вещи и также отошел. Почему вас оставили, я пропустил? Ну, то есть, не поняли, чей это БТР. Так. И все, грубо говоря, вещи. Старшина ушел, ну... А вы почему решили не идти? Куда? С ними вместе. Ну, просто это произошло, так, знаете, как внезапно. Там один отошел, второй отошел. Вроде были, и тут резко никого не стало. А, ну, может быть. Ну, и потом в итоге я тоже поглядел, вокруг нету никого. Я также отошел. И, получается, начался бой. Мы уже отошли за этих вот, которые второй старший, и они сидели. Мы, получается, там где-то в середину отошли. И начался бой. Начал БТР кататься. Нет, сначала БТР проехал, а потом уже началась стрельба. Я так думаю, что они поняли, что это... А сколько всего у вас там насобиралось вот этих ходоков? Которые ходили, встречались и расходились. У нас всего было 24, 25 у нас контрактник уехал в штаб еще дня 2, якобы дембель. Я понял, а там же еще другая группа. Ну, на А, вот, да, получается, мы со своей группой, которые ушли, мы встретились, да. Вот, что забыл сказать, мы с ними там и встретились, вот, с этой группой, да. А еще другие, вы говорите, группы, которые вам сказали, переночуете с нами, но вы разошлись в разные... Вот это вот сколько количество? Образно 40, понял, 40, 50 человек. Как бы я поголовно там, знаете, не считал. Ну, вас было только 40, с которыми вы встретились в общей сложности, да? Да. И еще какая-то другая группа, еще 40 где-то примерно. Не, ну может меньше, не обязательно 40, да. Человек 50-60, ладно. Ну да, образно. В общей сложности. Да. Я просто пытаюсь представлять себе эту картину. Так, и поехал БТР и начал... Ну, поехал, он начал сначала, прокатился в одну сторону, потом в другую, и получается, они поняли, что это украинские войска, и началась стрельба, я не знаю, по кому только, то ли по БТРу, то ли еще по кому-то. Ну, начался бой. Побежал, вот, у них оказался этот с РПГ, который умеет стрелять. Выстрела 2, наверное, он сделал, и потом вроде кричать стали, что он, задвухсотился он. А вы куда стреляли? В бою? В бою по БТРу также ж. С автомата? Да. Да, выхода больше никакого не было. То есть нас в окопе, мы с товарищем, с Романом были вдвоем. Угу. Ну, это было, что максимум, это по рожку мы выстрелили с ним. Потом просто с окопа нереально было высовываться. Потому что пули над нашими головами, что сзади, что спереди, летели в обе стороны. Понятно, да. Вы были в эпицентре, можно сказать. Ну, можно сказать, да. То, что высунешься, в голову прилетит, можно так сказать, образно. Согласен, нет смысла высовываться. Ну, потом прекратился бой. Роман говорит, у нас патронов типа нету. Я говорю, ну, что делать? У нас, получается, по 2 рожка с ним было на двоих. Ну, то есть всего 4 рожка. Ну, я решил выйти, как раз взять что-нибудь подстелить, чтобы на чем можно было сидеть в окопе, потому что там была, грязь с водой. И патронов посмотреть. То есть вылез, там сидел Эхнин старший. Что он там говорил? Говорил, что вы, ребята, сыкуны. И кто-то ему отвечает, да мы не сыкуны, как бы мы были бы сыкунами, если бы мы что-то умели делать на войне. Это как мы мобилизированные, и многие из нас, кто вообще не умеет держать автомат в руках, такая фраза. И на меня, а ты куда? Говорю, посмотреть, я говорю, патроны где-нибудь и что-нибудь подстелить в окоп. Ну ладно, иди. И получается, я иду, свои, то есть, через каждый метр, грубо говоря. И мне в прекрасный момент, ты кто? Я говорю, я свой из 237 с танкового полка.
Ну и пошел же дальше. Как раз захожу, где был блиндаж у нас, ну, вещи раскиданы, думаю, о, как раз. Начинаю поднимать, мне фонарик в лицо, ты кто? Я говорю, да свой, мужики, сколько можно уже? Ну, меня хватает за автомат, и я понимаю, что это украинские войска. Ну, то есть вот так вот меня взяли в плен. Вы говорите, я иду свои живые Да, да, с автоматами. да. То есть, получается, сидели свои, грубо говоря, украинские войска и российские войска. Ну, то есть мы сидели спина к спине, то есть не зная об этом. Получилось вот так вот. То, что я шел, были свои, и тут резко оп. Не свои. Да. А дальше что было? Ну, взяли в плен меня. Вас взяли в плен, а остальные действия вы какие-то видели? Что там дальше происходило? Ну, меня разоружили, а в дальнейшем, бой-то прекратился, тишина была, перестрелки не было, ничего. А вы сами сюда попали в плен из вашей группы? Я один, да. Понятно. Ну, такая история. Ну, получается, меня связали, и также ж, я не знаю, ну, примерно вот начало расцветать, боя не было, но то, что вот как, ну, ваши войска сказали, лучше мы тебя отправим сейчас отсюда, то, что сейчас скоро начнется бой. И все. Начнет работать арта, как они, ну, мне говорили, и все, и меня увезли. Я так понимаю, что они точно определили ваше местоположение, а вас взяли в плен чисто так получилось. Ну, да. То есть это какая-то разведгруппа была, которая... Наверное, я не знаю. Понятия не имею. Ну что, давай звони, Дим. Ну, даю звонить. Ну, еще момент такой, если можно, расскажу. Да, нужно рассказывать. Как это раз. было насчет вот связи у нас. Как бы, ну, в штабе там со связью было очень печально. А потом приехали медики. Ну, мы же пошли узнать, как там насчет позвонить, потому что они начали там тарелку ставить, что-то такое. Ну, ребят, как позвонить? 400 рублей с человека и звоните, пожалуйста. А сколько вы мне готовы заплатить за звонок домой? Нисколько, денег нету. Так как позвонить? Как, вы что, без денег? То есть своим вы платите, а я буду... Нет, ну я просто вам рассказал Подождите, реальную историю. Подождите, как а она была. там, где вам говорили по 400 рублей, у вас деньги были с собой еще? Ну, у кого-то были, да. Так, а если у вас не было денег, как вам позвонить? Сидеть и В кредит давали Нет, звонить? нет, сидеть и ждать, когда появится связь в штабе. Не, вы звонили за деньги лично? Да, лично звонил. Или То есть что, у вас вы- были? Нет, не я, у товарищей, с товарищами. То есть, А, ну, вы как, заняли? ну, да. Ну как, Ну, мы за вас заплатили. познакомились, нормальные отношения с ребятами были. Ну там отец и сын с нами был. Купеческая армия. Ну, И купеческие они, войска пойдешь, внутри себя, это пойдешь новый- с нами позвонить. новый И поворот. я говорю, у меня типа денег нету, да пойдем, мы за тебя заплатим. И вот так вот позвонил. А Позвонил. помните того, кто собирал деньги за звонки? Большой бородатый дядька. Как я прям, Он да? врач? Ну, получается, да. Ну, я не знаю, кто он, врач, не врач, может, там какое-то сопровождение. У них у всех вот это слово паразит получается. Да, я заметил. Давно уже. И у вас не возникло, ну, как бы вопрос, вы ж свои все. Русской Ну да. и друг другу на войне за деньги звонить даете? Все идут, платят деньги и звонят? Нет, ну это только вот мы, получается, были такие. Остальные просто дождались, когда появится связь в штабе. И пошли, позвонили. Ну то, что... Почему мы пошли звонить, то, что долго не связывались с родными, семьей. И что вы поговорили с женой в тот день? О чем? О том, что все хорошо, живой, здоровый. У нас просто куча перехватов этих звонков. Так уж получается, что на нашей территории, Я под нашими поговорил о том, вышками. что все хорошо, живой, здоровый, все нормально. Вкратце спросил, как у них дела, и Вы сказали, все нормально, все хорошо. Да? Ну да, что мне нужно было говорить, расстроить? Не, ну я же на этих перехватах мы разное слышим. Некоторые рассказывают реальную ситуацию, например, как вы мне, что нас бьют, мы отходим, оружия нет, командования нет, ничего нет. Нет, ничего абсолютно Понял. не говорил. Дмитро Я Миколаевич. вот думаю, какая схема. Звонок за границу у нас вообще дорогая история. Вы, когда вас поменяют, вы мне назад пришлете денег? Ну, не будь жлобом, я тебя умоляю. Почему это не будет зло? Ну потому что. Офигеть. Там вообще... Давай. Дима таксофон не может себе заработать. Дима таксофон не заработает никогда. Он же таксофон. Вот, блин. Bluetooth отключи. Алло.
Знаете, некоторые российские солдаты не могли Здравствуйте. понять, как это наушники могут работать без проводов. Из, Ваш муж находится в плену. из дальних Вы с ним регионов. разговаривать будете? Да. Этот разговор будет записан и опубликован. Хорошо. Еще и видеозвонок. Привет. Привет, Зай. Как дела? Нехорошо. Чего? Я очень скучаю, Зай. Успокойся, все нормально. Живой, здоровый. Слышь? Иди, пожалуйста. Я слышу тебя. Я очень рада слышать, что с тобой все хорошо. Целый, здоровый, ничего не отрезано, не били, кормят, все нормально. Ты почему плачешь? Да и чё, ну слеза навернулась, тебя увидел. С тобой правда все хорошо? Да. У Софии как дела? Да. С нами все хорошо. С дочкой тоже все хорошо. Мама как там? С мамой тоже. Все переживаем. Ни минуты не перестаем о тебе думать. Угу. Мы подняли всех на уши здесь уже. Ну и что говорят? Ты в списках. Угу. Мы каждый день ждем обмена, чтобы поскорее тебя вернули. То есть все, что мы могли, мы все сделали, Зай. Я понял вас. Спасибо вам большое. Да не за что, спасибо, за что? Мы иначе не можем. Ну то, что Ты наш родной. подсуетились. Как только ты позвонил на следующий день в Министерство обороны, военный комиссариат, главный военком наш, все, администрация, все уже знали о тебе. А Путин знал? А Путин, спрашивают, знал? Хотелось бы, конечно, чтобы он знал, но думаю, я ничего не думаю, я не знаю. Можно вам вопрос, чтобы разрядить обстановку? Здравствуйте, меня Владимир зовут. Вы сейчас еще договорите с мужем. Ну, мы всем задаем стандартный вопрос. Его зачем вообще сюда отправили? Ну, как вы это понимаете для себя? Как нам говорят по телевизору, защищать Родину. У него родина где-то в Украине? Нет, я понимаю, что он не должен был идти, наверное, туда. Но я, к сожалению, не могла ничего в этой ситуации сделать. Угу. Ну, вы понимаете, да, мой сарказм? Вас обманывают просто. Вам рассказывают, что надо идти защищать какую-то родину, а вы просто идете, вторгаетесь в чужую страну, где вас, в общем-то, никто не ждал. Не вас лично, конечно. Я имею в виду вашего мужа и таких, как он. Вы это понимаете или нет? Скорее да, чем нет. Ладно, говорите. Всё. Ну, не бояться. Ты говорить. выходная Ну, сегодня? В принципе, они уже все сделали. Я в отпуске, я не могу работать, я не могу вообще ничего делать. Я похудела. Я вижу. Плен, оказывается, благоприятно на две стороны работает. Реально все Не хорошо, надо. не обижают, не бьют, ничего. Пусть кормят, худеют всё каким-то хорошо. другим способом. Дай бог, чтобы так и было. Я хочу поскорее, чтобы ты уже вернулся, и мы забыли это все как страшный сон просто. Ну, будем надеяться, что скоро приеду. А можно еще вопрос, кстати, забыл. А что-то должно быть здесь не так в плену? Это не из моих личных соображений, просто много информации в соцсетях, в различных группах пишут то, как относятся к нашим ребятам в плену, поэтому я... А знаете, зачем думаю, пишут? только на это. Знаете, зачем пишут? Зачем? Чтобы они в плен не сдавались, чтобы подрывали себя гранатами, и так всем типа будет проще. Вот и все. Первая и последняя причина, других нет. Вот он в плену, приедет вам домой, расскажет. Ну, конечно, он так по телевизору, он-то у вас расскажет, что над ним издевались, это стандартная история. А на ушко-то он вам расскажет, как оно здесь на самом деле было, я уверен. И вы поймете, что никто над ним не издевался.
На самом деле никто ни над кем не издевается. Нет, конечно, у вас там гоняют несколько видео, где в боевых действиях, либо непосредственно при попадании в плен, либо после плена у кого-то там не выдержали нервы, кто-то там кому-то жестоко себя повел. Эти эпизоды были, конечно. Но только они были не только с нашей стороны. Знаете? Потому что это война. И надо искать причину войны. А причина войны, она как раз таки в том, что они сюда пришли. Не пришли бы, ничего бы и не было. Какая история. Я хочу, чтобы это понимали россияне. Ну а так дома с ним уже там поговорите. Я вижу, вы уже все сделали, да, действительно всех обзвонили уже, оббегали и так далее. Но это самое главное. Говорите. Ладно, тогда что, передавай привет всем-то, мамке, Ирке. Хорошо. Где Софийка, дай хоть посмотрю на нее. Дочь! Дочунь, иди сюда, дочь. Ну, А можно... нет, да я закрою просто и все. Ну, закрою ребенка и все, его не будет в кадре. Ну, Не надо, дочку. Не... не, вы можете не, посмотреть, я обрежу этот кусочек, ничего страшного. Посмотрите на ребенка, мы же не... Пап, привет! Привет, дочунь. Как дела? Ничего, нормально, у тебя как? Нормально. Она не может сказать ни слова. Я тебя очень люблю, мы тебя очень любим. Я вас тоже люблю, ладненько, все, давай, пока. Пока. Думаю, скоро увидимся. Я молюсь каждый день, чтобы поскорее это случилось. Все, пока. Пока, Кай, мы тебя любим. Пока. Нет. Или объясню, вот, почему иной раз вот, разговоры даже с ребенком мы не можем... Ну, YouTube не любит, когда показывают детей. Она здесь даже в кадр Он не не то, попала. что не любит, он прямо запрещает. Да, показывать. прямо, Ну, прямо я вас запрещает. понял. Я так понял, она даже в кадр здесь не попала, но Нет, сам нет, голос, нет, она просто- я не знаю, как с этим быть, но смысл в том, что да, Нет. мама плачет, дочка плачет, папа плачет, все плачут, но я просто хочу объяснить и зрителям, и модераторам, что это не наша вина, это не мы к этому привели. Это не из-за того, что мы сейчас проводим это интервью. Это из-за того, что они пришли сюда воевать, ну, а смысла, цели в этом не было. И вернемся к нашему первому вопросу, он же и будет последним. Вот вы я когда спросил, мобилизеры правильно сделали или неправильно, вы говорите, я не знаю, там есть кто-то там выше, свыше, да, и так далее и тому подобное. Потом ваша история, вас закинули сюда, сказали, вы где-то будете в тылах сидеть, по факту кинули на передовую, обманули, как вы сами сказали об этом. Сейчас плачет ваша жена, плачет ваша дочка, я понимаю, что это никому не нужно. Так все-таки мы ответим на вопрос, нужна вам была эта мобилизация или не нужна? Ну, лично мне нет. Понял. А вашей стране зачем она нужна? Ну, это я не могу ответить на этот вопрос. Во, Зачем, зачем это нужно было? Просто других таких, как вы, будут продолжать сюда слать, если вы не можете ответить до сих пор на этот вопрос. Люди будут гибнуть. И наши, и ваши. Зачем? Ну давайте, ну вы же знаете, вам же по телевизору рассказывали. Нацисты там. Рассказывали? Ну, что-то слышал, да. Что-то слышал. Много нацистов увидели. Ни одного. Натовцев, может быть. Комары подозрительные летали. Голуби. Зараженные Ну, вирусами. я вас понял. Вы слышали об этом, да? Нет, насчет этого, ну, насчет собачек что-то слышал. А, собачки? Да. Собачки тоже могут, конечно. У нас все вообще, раки даже сейчас в Херсоне там такое вытворяют, что страх. Вот. Что еще? Чем вам Украина не угодила? Просто интересно. Чем мы вам сделали? Что вы сюда с оружием идете? Я не могу ничего сказать. Мне ничего не сделала Украина. Ну, вас сюда пригнали с оружием, вы могли погибнуть. А за что бы вы в таком случае погибли? Ну, за что? А видите так, есть Путин, который объявляет спецоперацию, которому ваша жена не дозвонилась.
да, который объявляет спецоперацию. У него какие-то цели есть? Да я ж откуда могу знать насчет егошних целей. Хорошо, если танкер... Нас они не информируют. Я насчет понял. этого. Вы за развитием всего этого, что происходило, следили? Нет, не особо. Только, ладно. только понаслышке и все. Ладно. Вам просто повезло, что вы выжили. Да, отправитесь домой. И вы можете, конечно, наплевать на всех остальных, таких же, как вы, которые приедут сюда и не выживут. А можете просто им что-нибудь передать. Как им действовать? Ну, стандартная просьба обратиться к своим Нужно воздержаться. землякам. И от этого воздержитесь. Все ясно. Я в таких Вопросов случаях нет. говорю, как его звать, напомните? Максим. Максим рекомендует идти и умирать. Да, Максим, судя по всему... Нет, ну он воздержался. почему Он- нет? Ну, он- это по сути равноценно. Да, он воздерживается, но это по сути равноценно. Это так воспринимается. Окей, все, спасибо.